Внизу будет инструкция по оплате. Увидимся в доме Крыловых сразу после оплаты и будем строить действительно мощное движение, как я уже сказал, грамотным ценностям, здоровой, богатой и счастливой жизни. До встречи. Очень часто при желании заработать люди совершают много ошибок и обращаются не то чтобы к непрофессионалам, это полбеды, а обращаются к абсолютным мошенникам во всякие инвест-клубы, к инвестиционным гуру, которые ничего не заработали, а живут в съемном жилье и пытаются создать красивую картинку потребления, а также просто откровенным инфо-цыганам, которые пытаются на вас заработать безотносительно того, потеряете вы деньги или нет. Если вы хотите научиться трейдингу, я вас приглашаю в Тинькофф Academy. Подписывайтесь на ИИ-трейдинг клуб и будете всегда первыми знать про все сделки. Я очень часто вас призываю, приходите учиться. Сегодня я вам расскажу, где вас обманывают и как инвестиционные рекомендации должны работать на самом деле. У меня, как у человека, который много лет занимается трейдингом, который понимает все риски с этим связанные, который понимает, что можно потерять практически все деньги, и у которого есть своя финансовая компания, у меня буквально волосы встают дымом от того, что я вижу постоянно в Ютубе, Инстаграме и Телеграме. Вступайте в наш клуб, Copy Trading, вы заработаете 5-15% в месяц, и это только для вас, только сейчас и только у нас. Многие из вас до сих пор живут в иллюзии. Если вы видите вывески Криптоакадемия, Университет трейдинга, то этим вывескам и этим советам, безусловно, можно доверять. Все почему-то забывают о том, что подобного рода деятельность, она регулируемая и она поднадзорная. Соответственно, те, кто такие советы дают, они точно должны обладать набором лицензий и навыков, которые я разберу позже. Те, кто обучает торговле, могут называть себя менторами, аналитиками, профессорами. Но по факту, если они дают советы по конкретным инструментам, говорят, что и когда нужно продавать или покупать, то они дают инвестиционные рекомендации. А инвестиционную рекомендацию может давать только лицензированный специалист. В США и в Евросоюзе эта деятельность достаточно давно и жестко регулируется. А, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или в России эта деятельность лицензируется, но это новое явление. Именно поэтому в России и в Объединенных Арабских Эмиратах настолько много инфо-цыган. Как правило, такие люди, они гарантируют доходности. Эти доходности просто зашкаливающие. Они показывают свой лайфстайл, подтверждая тот факт, что они действительно умеют заработать. Они, безусловно, демонстрируют какие-то успешные сделки, исключительно выборочно. А также они показывают отзывы довольных и счастливых клиентов, а также людей, которые разбогатели благодаря их рекомендациям. Реальность, как всегда, немножко жестче и серее. Эти люди очень красиво умеют говорить на камеру. Они умеют подделывать отзывы, они умеют рисовать красивые графики. И очень важно, одна из самых главных статей дохода такого рода людей — это комиссия за привод клиента на определенную биржу. Не зря они вам все время пихают реферал-код. Давайте, пожалуйста, переходите по ссылке, вам будет скидка. Какая скидка? От кого? За счет чего? Нигде не говорится. Ровно так же не говорится о комиссии, которую они получат за то, что вы будете работать именно с этой биржей и за то, что вы будете платить комиссии именно этой бирже. Я разобрал пример деятельности десятков блогеров, которые в реальности дают инвестиционные рекомендации. И вот те признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы вас просто тупо не развели. Первое. Агрессивное обещание доходности и финансовой независимости. Запомните, что доходность 5-15 в месяц, такого не бывает. Даже 5-15 за год — это те деньги, за которые нужно очень долго и усердно бороться. Отсутствие регулирования, то есть отсутствие лицензии как минимум на образовательную деятельность, а как максимум на инвестиционные рекомендации. Отсутствие трек-рекорда, который прозрачен, аудирован, либо отсутствие заключения относительно этого трек-рекорда. Что такое трек-рекорд? Это когда вы показываете все свои сделки, и есть независимое подтверждение, что именно все сделки туда включены, именно они дали вот такой результат. Что делает нормальная финансовая компания? У нее отчетность висит на сайте. Более того, по запросу могут быть доступны более детальные раскрытия. Как правило, такие товарищи, которые призывают куда-то вступить, заниматься копи-трейдингом, они не раскрывают, с чего они зарабатывают. Они не показывают структуру своих доходов. Ряд блогеров имеет курсы или академии. В принципе, курсы, которые чему-то вас научат. Вот только результатом обучения будет далеко не успешная торговля, а будет просто прослушивание курса. В договорах на обучение у многих из этих блогеров не зафиксировано того, что по результатам этого обучения вы сможете торговать с какой-то минимальной доходностью. Вы просто прослушаете курс. Здесь очень простая логика. Я точно знаю, что такое инвест-стратегии, что такое торговые боты, алгоритмы. Самое главное, сколько сил, времени, нервов нужно потратить для того, чтобы это все заработало. И тут вдруг, после того, как человек все это потратил, получил результат, вместо того, чтобы заработать самостоятельно, получить лицензию и спокойно привлекать себе клиентов, он вдруг решает поделиться с людьми, которых он абсолютно не знает, волшебным знанием. Как вы думаете, похоже это на правду или нет? Зачастую, когда вам предлагаются курсы, неплохо посмотреть, а есть ли лицензия на образовательную деятельность. В ряде случаев лицензия присутствует. Но я также видел кейсы, когда никакой лицензии вообще
Нигде, ни в какой юрисдикции просто нет. Это просто обычная условная ИП, на которую вы заплатите деньги. Соответственно, у них даже необходимых навыков нет для того, чтобы вам что-то предлагать и вас как-то образовывать. Такие нелицензированные блогеры не имеют необходимости раскрывать конфликт интересов. Что это такое? Поясню кратко. Допустим, человек вкладывает деньги в лицензированную форексную компанию. Компания, поскольку она обладает лицензией, обязана ему сказать, что, дорогой друг, вот 90% таких, как ты, которые открыли у нас счета, они потеряли деньги. Если мы тебя куда-то отправляем и получаем за это комиссию, мы про эту комиссию должны тебе обязательно рассказать и показать тебе ее в отчете. И это абсолютно четкое требование, которое не может быть нарушено. Если они нарушат это требование и будут делать это системно, у них, скорее всего, заберут лицензию. И это, в принципе, крест на репутации, это потери для бизнеса, это абсолютно четко негативные последствия. Вот все эти блогеры, они не имеют никаких обязательств по раскрытию конфликта интересов. Ровно поэтому наличие лицензии на предоставление инвест-рекомендаций — это необходимый минимум. Даже если эта лицензия есть, необходимо как-то оценить репутацию и трек-рекорд того, кто вам эти рекомендации дает. Если вы стали жертвой мошенников, обучаторов трейдинга или любого иного рода инфо-цыган, напишите про это в комментариях. Я бы хотел разобраться в таких кейсах, и мне было бы интересно снять отдельный выпуск с большим разбором по такого рода деятельности. Что нужно делать новичку для того, чтобы обучиться трейдингу? И сейчас я сделаю короткий обзор, а в целом для более детальной информации можете посмотреть ролики на канале. Первое — это обучение. Должно быть базовое образование в том направлении, в котором вы хотите работать. Но получено оно должно быть у тех, кому вы, безусловно, доверяете и кто обладает такими навыками. Это не любой встречный, страницу которого вы просто увидели в Инстаграм. Второе — это работа под надзором профессионалов. То есть после того, как вы закончили соответствующее образование, неплохо бы поработать в фирме, которая занимается торговлей, у которой есть стратегии, методики контроля рисков и, самое главное, есть профильные специалисты. Как только вы сможете давать положительный результат системно долго и обыгрывать рынок, поздравляю, вы успешный трейдер. И это абсолютно не значит, что вы всегда будете торговать без ошибок, все сделки будут в плюс, и вы регулярно будете забирать 5-10% в месяц, как часто говорят наши друзья-капитаны. И самое важное, нужно иметь критическое мышление, правильно анализировать аргументы и не пребывать в плену собственных иллюзий. Для того, чтобы это критическое мышление формировать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я часто разбираю интересные новости и кейсы, которые влияют на ваши инвестиционные решения. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи.